Все началось с того, когда я связала себе такой кулончик из пряжи Yard Art Violet. Крючок номер 1. И потом мне захотелось к этому кулончику связать серьгу. Я попробовала, мне понравилось. Все объясняю подробно, наглядно, осилит даже начинающий вязальщик. Делаем намотку на указательный палец. Рабочая ниточка свисает вниз. Вот так мы держим и начинаем считать обороты. Их должно быть не меньше 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Намотку делать не туго, чтобы можно было с пальца потом снять. Держим намотку таким образом, чтобы хвостик находился внизу. Вставляем крючок, подхватываем другим пальцем, правой рукой, и переходит намотка снова в левую руку, а мы крючком достаем рабочую нить и вытягиваем ее наверх. Вяжем воздушную. И вот теперь мы будем эту намотку обвязывать столбиками без накида. Заходим в серединку круга и вяжем столбик без накида. Петли туго не затягиваем. 3, 4, 5. Набираем по всей окружности столбики без накида с тем расчетом, чтобы количество было кратное 4. Я провязала 32 столбика без накида. Расправляем, растягиваем только что провязанный ряд для того, чтобы все столбики легли равномерно. А хвостик, какой остался, мы аккуратно отрезаем. Заканчивать ряд мы будем не за весь столбик, а за полупетлю. И в таком положении у нас находился круг, когда мы его обвязывали, и в таком положении мы будем прикрепляться. За полупетлю, которая ближе к нам. Самая первая полупетля, какая образовалась при вязании этого ряда. Мы заходим и вяжем соединительный столбик. Вот так мы закончили. А потом вяжем одну воздушную. И теперь мы поворачиваем наше вязание. Вот было так, а поворачиваю вот так. И получается, что тот ряд, где мы прикрепились, теперь будет дальним. Полупетли теперь будут дальними. И вот за них мы будем
вязать столбики без накида. Провязываем все до одной полупетли столбиками без накида до самого конца ряда за полупетли. И так до конца ряда. Остается провязать еще одну полупетлю и теперь прикрепиться. Прикрепляться мы будем за весь столбик, а не за полупетлю. Заходим. Вот у нас самый первый. То есть это петля подъема. Мы сюда заходим. И вяжем соединительный столбик. Вяжем воздушные 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, после чего поворачиваемся на лицевую сторону. И из этого основания, откуда у нас вышли воздушные петли, мы будем вязать накиды. Делаем накид на крючок и заходим в это же основание. Вытягиваем рабочую нить до той высоты, какой у нас цепочка из воздушных. На крючке 3 петли. Делаем еще один накид и еще раз заходим в то же самое основание. Вытягиваем. На крючке у нас уже 5 петель. После этого мы натягиваем крючок вправо с таким натяжением вправо, прокручиваем его на 360 градусов и захватываем рабочую нить и провязываем через эти петли. Провязали и закрепляем воздушной. После этого мы отсчитываем столбики 1, 2, 3, а в 4 заходим под 2 полупетельки или под верхушку столбика и вяжем соединительный. И опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. Накид на крючок, заходим в это же основание, захватываем нить и вытягиваем. На крючке 3 петли. Накид, заходим снова в это основание, на крючке 5 петель и прокручиваем, оборот делаем, берем рабочую нить и протягиваем через петли, после чего фиксируем воздушной. Отсчитываем столбики 1, 2, 3 и в 4 мы заходим и вяжем соединительный столбик. И постепенно наш ряд подтягивается
собирается в одно целое. Не раскрывается, а наоборот закрывается. И так мы вяжем до самого конца ряда. Получается вот такая конструкция перед тем, как ряд заканчивается. Это изнаночная сторона и это лицевая. Последний раз набираем воздушные. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. Заходим в основание. Вытянули. До той высоты, какая у нас цепочка. Еще один накид. Заходим. 5 петель. Прокручиваем. И провязываем все вместе. Воздушная. А прикрепляться мы будем в самом первом основании, откуда вышло первое пико. Вот оно. Мы сюда заходим и вяжем соединительный столбик. И этот ряд мы тоже закончили. Теперь нам надо спуститься до вот этих полупетелек. Они у нас остались после провязывания первого ряда, когда мы вязали столбики без накида за полупетли. Те провязаны, а эти остались. И нам надо сюда спуститься. Мы делаем 2 воздушные. 1, 2. И проверяем, достаем мы до этих полупетель или надо добавить еще воздушный, чтобы у нас не стянулся край. Мне надо еще добавить. Это зависит от ниточек, какими вы будете вязать. Вот теперь я достаю до этих полупетель и можно прикрепляться. Нам надо прикрепиться в самой первой полупетле ряда, который мы будем провязывать. Вот наша полупетля. Мы сюда заходим и вяжем соединительный столбик. Провязали. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4 и 5. Накид на крючок. Одну полупетлю мы пропускаем. Вот она идет сразу. А в следующую заходим и вяжем столбик без накида. Вот так получается. Теперь мы вяжем 2 воздушные. 1, 2, накид на крючок и опять одну полупетлю пропустили, а в следующую заходим и вяжем столбик с одним накидом. Получилось уже 2 клеточки. Дальше мы опять вяжем 2 воздушные. 1, 2, накид на крючок и снова одну петлю пропустили, полупетлю, а в следующую заходим. И вяжем столбик с одним накидом. Теперь у нас вот такой вид. И провязываем все эти полупетли
точно таким образом. 2 воздушные, одну полупетлю пропускаем, в следующую столбик с одним накидом. Почти до самого конца я провязала все полупетли. Остался только один раз. Накид на крючок, пропускаю, в следующую полупетлю я захожу и провязываю столбик с одним накидом. Дальше 2 воздушные, и теперь мне надо прикрепиться в этот ряд. Захожу раз, два, в третью, делаю соединительный столбик. Вот так у нас выглядит вязание после провязывания этого ряда. Если вы вяжете пряжей более толстой, то у вас может получиться так, что вязание не легло, этот ряд не лег, а стоит. Значит, надо не 2 воздушные вязать, а 3. И в самом начале вязать не 5 воздушных петли подъема, а 6. И тогда все получится. После того, как я присоединилась, теперь я делаю одну воздушную, и мне надо будет зайти под первую арочку. Я захожу и провязываю соединительный столбик. Теперь мы будем в этом ряду, кстати, последнем ряду, вязать то за эти арочки, которые идут горизонтально, и будем вязать за арочки, которые располагаются вертикально. Вот сюда заходим под каждую. Будем их чередовать, эти арочки. Первая арочка, и сразу мы вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. После этого накид на крючок, и под эту арку вяжем 3 столбика с одним накидом. 2 и 3. 3, потому что петли подъема это тоже как столбик с одним накидом. После того, как мы провязали горизонтальную арку, мы поворачиваемся на 90 градусов влево для того, чтобы вязать под эту арочку. Накид и заходим под арку. Здесь у нас 2 вытянутые ниточки, заходить под 2, не между ними. Захватываем рабочую нить и на крючке 3 петли, накид, захватываем рабочую нить уже 5, 2 раза, накид, захватываем 3 раза, накид, захватываем 4, накид 5 раз и 5 раз захватываем нить 5. Провязываем это все вместе одной петлей и закрепляем воздушной. После этого мы снова возвращаемся в горизонтальную арку. Вот так мы провязали, вот горизонтальная, вот вертикальная. Накид на крючок и заходим под горизонтальную. Тут с изнанки все хорошо видно. Когда мы поворачиваем наизнанку, должны быть
провязаны все арочки, которые идут друг за другом. Заходим и вяжем снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Провязали. Вот с изнанки как выглядит. Теперь опять поворот на 90 градусов, чтобы вязать под поперечную арку. Делаем накид на крючок и заходим сюда. И вяжем пышный столбик. 1, накид, забираем. 2, накид, под арку заходим. 3, накид. 4, накид. 5. Провязываем все вместе, воздушное. И смотрим, как у нас выглядит вязание с лицевой стороны и с изнаночной. Теперь нам надо вязать за эту арочку. Тоже 3 столбика с одним накидом. Не пропустить арочку. Вот они идут. 1, 2 и сразу 3. Накид на крючок и заходим и вяжем. 1 столбик с одним накидом. 2 и 3. После чего разворот налево, делаем накид и заходим под вертикальную арочку. 1, накид, захватываем. 2, накид. 3, накид, захватываем. 4 и еще 1 накид, заходим, захватываем нить. 5, провязываем, закрепляем. И у нас вот так выглядит вязание. И с изнанки все арочки провязаны. И с таким алгоритмом мы двигаемся до конца кругового ряда. Почти до самого конца ряда я провязала. Осталось только 2 арочки горизонтальные. Накид на крючок, захожу под горизонтальную арку и вяжу 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. После этого делаю накид на крючок, разворачиваюсь налево и вяжу под вертикальную арку пышный столбик. 1, накид на крючок, захожу под арку, захватываю рабочую нить. 2, накид, захват. 3, накид, захват. 4 и еще накид, захватываю 5 раз и провязываю все это вместе одной петлей, закрепляю воздушной. И теперь, где я буду заканчивать, я это буду делать в верхней воздушной петле, какая осталась от петель подъема. 1, 2, 3. Захожу и вяжу соединительный столбик.
ниточку можно обрезать. Смотрим, что у нас в итоге вышло. Вот эти вытянутые петли, они как бы украсили наш мотив. Серединка должна стоять, и она у нас стоит. Пышные пико украсили серединку. Подправить можно, чтобы все петли равномерно легли, каждая на свое место. И этот ряд с изнаночной стороны. Вот такой красавец у нас получился в итоге.